Всем привет! Продолжаем торговать у брокера InTradeBar. Наш марафон потихоньку катится в минус. На балансе уже меньше 10 изначальных долларов. Наша цель заработать 10 тысяч. Пока что торгуем в минус, в убыток. И, возможно, это последняя торговая сессия в данной попытке. Если сейчас теряю больше 5-6 долларов, то дальше смысла продолжать уже не будет. Будем начинать новую попытку. Буду заново пополнять торговый баланс. Первая сделка австралийский швейцарский франк. Давайте попробуем поторговать по тренду. Сделку открываю на понижение. У нас потихонечку цена падает. Рассчитываю, что цена пойдет вниз. Волнообразное движение цены. Плюс вошли мы от уровня поддержки сопротивления. В данном случае это уровень сопротивления. Цена его, возможно, пробила. А возможно, нет, конечно. Если здесь достаточно широкая зона, то это может быть ложный пробой, и тогда цена пойдет наверх. Ну, скоро об этом узнаем. Насколько мой изначальный прогноз оказался верным. Канадец иена. Рискну открыться. Круглый уровень 105 800. Открываюсь на повышение. Здесь у нас локальный минимум. Практически за текущий день. Надеюсь, что цена ниже не опустится. Сделку открыл на повышение. Основываясь на нескольких точках на данном графике. Евро-британский фунт. Открою сделку на повышение. Рассматривается зона сопротивления, поддержки сопротивления. В данном случае это у нас поддержка. И цена приблизительно пришла к нижней границе данной зоны. Рассчитываю, что цену сейчас развернут. Евро-доллар. Пожалуй, откроюсь на понижение. Цена уперлась в максимум после новостей. Даже по свечам видно, что замедлилось, много теней. Так что все-таки надеюсь, что цена пойдет ниже. Евро-канадец буду открываться на повышение. Да, давайте откроемся, почему бы нет. Достаточно стабильный восходящий тренд. Рассчитываю, что предыдущий максимум образует зону поддержки для данного тренда, и от него цена будет отталкиваться еще выше, пробивать предыдущий максимум. Новозеландский доллар иена. Попробуем открыться на повышение. Рискованная достаточно сделка, цена... Ну как рискованно? 50 на 50. О, у нас евро-британский фунт сейчас в минус уйдет. Просто... Почти все 5 минут был в плюсе, и вот на последних секундах уходит в минус. Ну что ж, бывает. Евро-канадец почему-то тоже в минус теперь залетел. Ну, хотя тут времени еще хватает. Тоже изначально прям хорошо вверх все шло, но посмотрим. Евро-доллар, ну, здесь все хорошо. 30 секунд до закрытия. Сейчас тоже в минусе закроется. Нет, все-таки в плюсе. В плюсе. 2 пункта разницы, но было очень близко. Очень сегодня странный рынок.
Так, вернемся к новозеландскому доллару иене. Непосредственно есть вероятность, что сейчас просто импульсом пробьет данную зону поддержки. Но здесь у нас локальный минимум. Причем хороший такой. Цена сейчас тоже достаточно долго падала. И, возможно, данная зона и станет ее остановкой. Ну или хотя бы разворотом. Но, конечно, если цена пробьет данную зону, то она потом вернется для закрепления. Нам это уже ничем не поможет. Да и, в принципе, тут 2,5 минуты. Доллар швейцарский франк. Открою сделку на повышение. Не знаю, чем-то нравится мне данная ситуация. У нас боковичок был один, сейчас формируется второй боковой канал, чуть ниже. Но если посмотреть на график, мы как раз таки на его нижней границе находимся, поэтому можно попытать удачу и открыться на повышение. Евро-канадец закрывается в плюсе у нас тем временем. Десять секунд до закрытия последней сделки. Здесь, скорее всего, тоже будет минус. Вряд ли цена уже успеет вернуться. Потихоньку продолжаем терять свои доллары. Казалось бы, тут потерял 4 доллара всего лишь от депозита. А по ощущениям будто уже пару тысяч. Очень сложно дается такая торговля. Слишком большой риск в процентном соотношении от баланса. И эмоционально я немного к такому не готов. Прям видно, как баланс на глазах рассыпается. Возможно, где-то допускаю ошибки, возможно, где-то мои ожидания от рынка не соответствуют с действительностью. Может, просто рынок себя ведет немножко странно. Но вот такие вот результаты. Это уже, по-моему, 3-я или 4-я торговая сессия, где несем убыток. Но баланс пока что не слит, так что будем пытаться еще. На этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео доставляет вам удовольствие. Если бы мы торговали по системе Мартингейла с увеличением ставок, то депозит, а то и не один, уже был бы несколько раз слит. А здесь мы еще все-таки держимся. Еще есть почти 6 долларов, чтобы попытаться вернуть свои убытки. Всем удачной торговли. Всем пока.